Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу показать очередной интересный оригинальный узорчик. Он будет у меня вот из такой вот пряжи. Вот такие вот тоненькие ниточки. Ну не сильно, конечно, тонкие. Крючок я буду сегодня брать мою рабочую лошадку. Вот крючок номер 3. Вы в свою очередь берете свою пряжу, подбираете правильно свой крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она четкая, понятная, читаемая, читабельная. Пишите в комментариях, как правильно. Вот. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек плюс 4. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получается 3 × 9 – 27 и плюс 4 – 31. Ну, в принципе, нормально, да? То есть я буду набирать 31 воздушную петельку, а вы сколько хотите, сколько вам удобно. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом. Хорошо? Итак, новички, повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько так вот нырнули. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2. Это столбик с накидом. Дальше накид. По порядку. Следующая петелька цепочки. Точно так же провязали столбиком с накидом. Несложно. И следующее, и все последующие петельки в цепочке мы с вами провяжем столбиками с накидом. Угу. Вот так вот аккуратно, не сильно быстро. В принципе, первый ряд вяжется все время не очень быстро. Опытные мастерицы, подтвердите. А потом пойдет как по маслу. Самое главное, ничего лишнего не провязывайте. Самое главное, ничего не пропускайте. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть получается, если набрала 31 воздушную петельку, у меня будет 31 столбик. Все, несложно. Смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков уже провязали. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. Ну, в конце ряда я вас встречу. Угу, несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Теперь можем приступать непосредственно провязывать сам узорчик. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот, накид. По порядку в следующий столбик за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Считаем. Раз. Следующий столбик, еще столбик с накидом. Точно так же. Считаем. 2. И следующий столбик, столбик с накидом 3. Первые 3 петельки подъема, которые провязали, да, это имитация столбика, считаем как бы за столбик. То есть получается у нас здесь итого 4 столбика. Запомнили, идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Теперь, смотрите, пропускаем 2 столбика. Раз, два и в третий нырнули, сразу же вытянули ниточку и 2 петельки вместе провязали столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем 2 столбика. Раз, два и в третий провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. По порядку в следующий столбик. Столбик с накидом 2. Есть. Следующий столбик. Столбик с накидом 3. И столбик с накидом 4. Угу. Смотрите, что у вас получается. Вот эти вот 4 столбика, да, вот они, 4 столбика. То есть дальше будут такие вот 2 маленькие арочки. Давайте еще раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий провязали столбик без накида. Есть. Первая арочка готова. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В
третий нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. И опять столбик с накидом 2, 3 и 4. Кому быстро, нажимайте на паузу, либо в настройках делайте, как вам будет удобнее, скорость для вашего восприятия. И вот так вот повторяем до конца ряда. Столбики, арочки, столбики, арочки. Дальше будут столбики, арочки и так далее. Встречаемся в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот когда провязали практически до конца ряда, начинается у нас ряд вот наших столбиков, 4 столбика, и заканчиваем тоже 4 столбика. Вот я 3 провязала. Раз, два, три. Теперь, смотрите, делаем накид. В предыдущем ряду у нас здесь были петельки подъема. Вот мы в третью петельку подъема ныряем аккуратненько и провязываем столбик с накидом 4. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь 5 воздушных петелек по узорчику. Раз, два, 3, 4, 5. Итого здесь у нас 8 воздушных петелек. Идем дальше. Накид. Мы пропускаем вот эти наш столбик, получается, первый, второй, в третий. В третий нырнули. Провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше по порядку провязываем 4 столбик, столбик с накидом. Есть. А теперь, смотрите, мы с вами перепрыгиваем наши арочки. Раз, два, вот первый столбик из 4. И сразу же в него, в верхушечку, провязываем столбик с накидом. Раз. И второй столбик провязываем столбик с накидом 2. Автоматически наши столбики, видите, наклонились друг к дружке. Все, идем дальше. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И вот наши 2 столбика, провязываем их. Получается, третий столбик провязываем столбиком с накидом. 4 столбик провязываем столбиком с накидом. И перепрыгиваем наши арочки. Раз, два, и вот 4, 5 столбика. В первый и второй провязываем столбики с накидом. Понятно? То есть ничего сложного. Вот таким вот образом. Столбики автоматически наклоняются друг к дружке. То есть ваша задача арочка, столбики, 4 столбика, арочка из 5 воздушных петелек, столбики. И дальше до конца ряда арочка, столбики и так далее. Угу. Справитесь? Я думаю, справитесь. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, когда провязали практически до конца ряда, мы заканчиваем точно так же, как и начинали, арочкой. То есть вот я сделала 5 воздушных петелек. И смотрите, получается, у нас здесь остаются 2 столбика, столбик и 3 петельки подъема. Так вот, получается, мы должны с вами провязать просто в третью петельку подъема столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Понятно? Все. Дальше будьте внимательны. 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот. Здесь будет у нас еще 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Получается итого 7 воздушных петелек. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы переключаемся вот на наши столбики, которые мы провязывали, и провязываем над ними точно так же столбики с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, 4 столбик с накидом. Вот какая картина пока получается. Дальше, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Перепрыгиваем нашу арочку из 5 воздушных петелек. И вот следующие 4 столбика мы их провязываем точно так же, как 4 столбика с накидом. Раз. Следующий. 2. Следующий. 3. И 4. Вот такая картина начинает появляться. Видите? Все. И вот так вот и провязывайте тоже до конца ряда. Чередуйте столбики, петельки, столбики, петельки. И в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится, вы справитесь. Так, смотрите, когда провязали практически до конца ряда,
Мы здесь делаем по схемке, смотрим, да, здесь у нас получается 4 воздушные петельки. И теперь будьте внимательны. Мы здесь с вами провязывали 3 петельки подъема и 5 воздушных петелек по узорчику. Давайте 5 воздушных петелек отсчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. И получается вот в третью петельку подъема, мы с вами провяжем полустолбик с накидом, то есть получается 3 петельки вместе. 1, все, ряд закончен. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь делаем, будьте внимательны, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Итого 6 воздушных петелек. А теперь наша с вами задача захватить вот эту арочку и вот эту арочку, 2 вместе. Нырнули под 2 арочки и провязываем здесь столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на наши столбики. И здесь провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Вот, что в итоге получается. Захватили все арочки. Дальше точно так же 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот опять наши 2 арочки. Мы захватываем 2 арочки вместе и провязываем здесь столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся на 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вот, смотрите, что у нас по итогу получается. Видите, как мы красиво так вот забираем наши арочки. Вот такие вот интересные получаются. Или бабочки, да. Вот, все. И вот так вот вы шагаете, провязываете. По идее, вы провязываете точно так же, как мы провязывали в первом ряду. Также были 4 столбика, 2 маленькие арочки. Видите? 4 столбика, 2 маленькие арочки. Теперь у нас получается как бы зрительно, да? 2 маленькие арочки, 4 столбика, 2 маленькие арочки. Только арочки, получается, мы еще раз повторю, захватываем все наши арочки и провязываем столбик без накида. Не сложно, не сложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, потихонечку красота наша растет. Появляется рисунок, узорчик. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот наша первая арочка, да, столбик без накида захватил предыдущие 2 арочки. И делаем здесь, смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В предыдущем ряду мы здесь сделали 2 петельки подъема. И вот во вторую петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же, верхушку этого же столбика, вот предыдущего ряда, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, мы перепрыгиваем наши арочки вот к следующим нашим столбикам. И первые 2 столбика провязываем. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Есть. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И последние наши 2 столбика провязываем. Столбик с накидом 1, столбик с накидом, следующий, да, столбик 2. Теперь перепрыгиваем вот нашу бабочку вот такого, да, наши арочки к следующим 2 столбикам. И провязываем столбик с накидом. Здесь уже будет 3, столбик с накидом 4. Мы с вами так уже провязывали. Так? Помните? Вот у нас столбики наклонялись друг к дружке. Столбики наклонялись. Теперь они также наклоняются, просто они смещены в шахматном порядке. Вот по итогу что получается. Как вам? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Мы такой ряд уже вязали. Ничего, что он смещен, у вас все получится. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, потихоньку красота наша растет. Итак, как мы заканчиваем наш ряд? Вот последняя получается арочка, 2 столбика, и мы должны перепрыгнуть наши 2 арочки. Так, смотрите, как мы делаем. Получается, вот у нас здесь были 3 воздушные петельки для арочки и 3 петельки подъема. В третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем сюда 2 столбика с накидом. Первый
и второй. И на этом наш ряд получается закончен. И теперь вот у нас формируется 4 столбика, да, 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, и вот провязываем те самые наши 4 столбика, второй столбик получается, третий столбик и четвертый столбик. Есть. Опять делаем вторую вот такую большую арочку, 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем, да, нашу арочку вот до 4 столбиков и провязываем в каждый столбик столбик с накидом. Поняли, да? Мы так с вами уже провязывали, в силу того, что узорчик сместился. Вот мы с вами еще раз провязываем то же самое, просто в смещенном, так скажем, положении. Но на нас это никак не отразится, то есть мы просто провязываем над столбиками столбики, над арочками арочки. Поняли? 1, 2, 3, 4, 5. И опять перепрыгиваем нашу арочку. В следующий провязываем 4 столбика. Все. Не сложно, не сложно. Вы так уже вязали? Вязали. Помните? Вот наш ряд. Вот вторая арочка. Вот наши столбики. Вы уже вязали. Все. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот провязали до конца ряда. Так. Начинали мы 4 столбиками с накидом и закончили точно так же. То есть 3 столбика. И вот там, где у нас были петельки подъема, в третью петельку 4 столбик. Все ровненько, аккуратненько. Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И провязываем наши 3 столбика. 1, 2, 3. Ну и получается вместе с 3 петельками подъема это 4 столбика. Поняли, да? И теперь опять делаем нашу бабочку. 1, 2, 3 воздушные петельки. Захватываем 2 арочки. 1, 2. Нырнули под них и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять провязываем 4 наших столбика. Поняли, да? То есть мы так уже делали. Вы уже так умеете. 1, 2, 3 и 4. Угу. Вот наши, получается, были такие паучки, бабочки, как назвать их, да? Вот они опять идут. Поняли? Все. И дальше точно так же делайте. Паучки, бабочки, столбики. Паучки, бабочки, столбики до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Схемка перед вами. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши бабочки, паучки готовы. И если внимательно приглядитесь, то вот этот вот последний ряд, который мы провязали, это тот же самый первый ряд, который мы с вами провязывали. Поняли? То есть дальше у нас будет уже повторение. То есть здесь мы делаем 3 петельки подъема, потом арочку, 5 воздушных петелек. И 2 столбика наклоняем по 2 столбика, да, друг к дружке. Опять 5 воздушных петелек и опять наклоняем столбики друг к дружке. Поняли? Все. То есть мы с вами провязали вертикальный раппорт узорчика. То есть ничего сложного нету. Схемка перед вами. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Наши паучки-бантики. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Уже видно, какая красота вырисовывается. Вот такие интересные паучки-бабочки. Узор несложный, он не плотный, он легкий. И, в принципе, как бы я планировала что-то легкое, вроде накидки, жилетки на водолазку, да, чтобы оно было не как кардиган, не как кофта, а вот именно такой сеточкой. Мне кажется, очень даже оригинально и несложно. Как вам? Узор двусторонний, поэтому вы можете брать за идею для любых изделий, где необходимо вторую сторону показать, там шарфики, да, может быть, различные там снуды и так далее. То есть вы берете пряжу, любую, летнюю, демисезонную, зимнюю, то есть любую берете, один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Поняли, да? Итак, что у меня сегодня за ниточки? Смотрите, новички, кто еще с такими ниточками работал, знакомьтесь. Alize Angora Gold. Идем дальше. В моточках, смотрите, находится 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% шерсть. И крючок нам здесь советуют производители от 2 до 4. Ну, у меня 3, согласно моей плотности вязания. Так, кому понравился цвет? Цвет, смотрите,
795. Ну, в принципе, на камеру передается, наверное, ближе более к синим голубым оттенкам, а так он, наверное, больше, может быть, к зеленоватым оттенкам. Вот такая вот пряжа. Итак, давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Я набирала 31 воздушную петельку, например, моей плотностью вязания, моим крючком, моей пряжей. При одинаковых исходных данных у нас могут быть с вами размеры разные, поэтому обязательно своей рукой образец пишите, да, вяжите. Итак, смотрите, это получается у меня 14 сантиметров. И здесь получается вот наши рядочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и с новичками 14. Мы провязывали. Итого у меня получается, ну тоже вот 14, но чуть побольше. То есть получается он не квадратный, да, узор, а более вертикальный, скажем так. Вот как вам? Из моей пряжи вот так тянется и вот так тянется. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше. Пишите обязательно в комментариях идеи, чтобы вы связали из данного узора, да, ну и какую бы пряжу вы применили. А возможно, вы уже что-то вязали. Напишите нам обязательно, что у вас получилось, понравилось ли вам и так далее. Надеюсь, сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь, кто этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Не забывайте комментарии, они помогают продвижению канала. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.